Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наше занятие. Занятие второе. Общая модель сознания человека. Занятие второе. Общая модель сознания человека. В целом, как мы с вами говорили, как работает сознание, как оно устроено, что такое сознание, на данный момент в науке эта задача не решена. То есть есть множество теорий, но нет единой признанной. То есть фактически развитие любой сферы знаний — это множество конкурирующих теорий. И когда все исследовали, обо всем договорились, появляется единая теория, и на этой основе заработали компьютеры, полетели спутники, и вот то, что мы имеем, да, вот, с хорошими результатами, это на основе того, что все. Изучения в основном завершены, поэтому они дают соответствующий практический результат. На данный момент этот вопрос остается открытым. В данном случае то, что мы рассматриваем в нашей системе, это как раз заявка на создание именно такой теории. И одна из основных задач на ближайшее время — это достижение научного признания такого, которое соответствует единой теории сознания. Исходя из того, что мы с вами рассмотрели в предыдущем занятии, по крайней мере, на что можно и нужно опираться из того, что мы знаем, из того, что существует. Да? Первое. Что дает результаты? Основой программирования является информация, не только текст, но и картинка, образ. Скажем, достойное поведение. Тренер показывает, как это выглядит. Сознание формирует матрицу, что достойно — это вот так. А вот те или иные движения — это нервные движения. Да? Поэтому основа программирования первое — это информация, что нас изменяет, что нас делает такими, какими мы являемся. Первое — это информация. Второе — это тренировка или усилие воли. Чтобы с тобой что-то произошло, нужно вложить усилия. Видов тренингов может быть превеликое множество, но суть — вложи усилия воли. Тогда информация превратится во что-то. Да, или в тренированное тело, если ты тренируешься регулярно, или в те или иные актерские таланты, скажем, танцевать или петь, да, или способность чувствовать, чтобы информация, то, что ты слышишь, превратилась во что-то, то, что ты чувствуешь, то, что ты умеешь, нужно вложить усилия воли. Это то, на что можно и нужно опираться. Это раз. Язык описания, что ближе всего на сегодняшний момент, то, что соответствует информационным или компьютерным технологиям. Поэтому соответствующую терминологию мы и используем. Третье, что можно оттолкнуться от чего? В эзотерике, что сознание состоит из нескольких центров, и каждый из них отвечает за свои функции, он где-то расположен. Вот чтобы понять, где он расположен, на самом деле это не сложный эксперимент. Да, вот каждая программа, то, во что верит человек, если она ошибочная, она дает боль. Если она правильная, она дает позитивное ощущение. Да, поэтому, конечно, способов проверок много, но один из основных, если ты принимаешь неправильное решение в соответствующей части тела, у тебя там что-то болит. Правильно, боль уходит, включается радость. То есть это проверяется в том числе очень простым экспериментальным путем. Да, поэтому, собственно, на что можно опереться, от чего оттолкнуться, это вот ключевые положения, идущие из других теорий, из других представлений о сознании человека. Да, большинство положений, которые мы дальше рассматриваем, это авторские разработки. Они где-то, если есть, то представлены по кусочкам частично. А задача была их собрать воедино. Если чего-то не хватает, то дополнить теми представлениями, которые делают данную модель полной.
То есть задача создать единую теорию, так, чтобы на ее основе можно было бы описывать абсолютно все, что касается человека. Как он думает, как он принимает решения, почему он испытывает те или иные ощущения, что происходит с ним внутри, в конечном итоге, как все проблемы убрать, как все лучше раскрыть. Вот общая теория, теория, которая это позволяет сделать. Все описать и существующие теории в конечном итоге объединить в единое целое. В данном случае мы вообще не рассматриваем, чем сознание является. Это на данный момент не имеет абсолютно никакого значения. Это может быть функция мозга, это может быть душа, это может быть какая-либо суперпозиция квантов. На самом деле это не имеет никакого значения. Значение имеет что? Чтобы на основе этой теории мы могли ввести необходимые техники изменения себя, и эти техники принесли бы нам максимально возможный результат. Вот это имеет значение. Да, потому что сейчас спорить о том, как оно устроено на самом деле, это уходить в сторону. И это тема совсем других исследований и не для наших занятий. Нас интересует логическая модель, скажем, виртуальная модель, модель по сути, как сознание обрабатывает информацию, как оно принимает решения, каким образом возникают те или иные реакции. Вот почему человек испытывает там боль или радость. Вот. Нас интересует, как это все происходит. Да, для этого модель достаточно. А природа — это будущее для физики. Когда оно начнет в подробностях под микроскопом изучать электрон и определить там сотни тысяч элементов, из которых он состоит, можно будет переходить, да, к этому вопросу, так, из чего же состоит сознание. Пока это не важно. Важно, чтобы эта модель давала результат, и этот результат можно было бы повторить, протиражировать, и чтобы он был классным. На что опираемся, мы рассмотрели. Требования. Это должна быть модель понятная, эффективная, удобная, полная и доступная для понимания не только там, человеку с 3 высшими образованиями, да, профессору там, какого-либо очень известного университета, а широкой аудитории, чтобы человек мог этим воспользоваться.